Друзья, всем привет! Мы находимся в уникальнейшем городе Китая, город Иу. Это центр мировой торговли. Сегодня мы приехали изучить самый крупный оптовый рынок в мире. Погнали смотреть! Иу – это небольшой город в провинции Чжэцзянь, и он известен как мировой супермаркет. Он стал крупнейшим на свете рынком мелкооптовых товаров. Вообще трансформация города началась в 1982 году, когда здесь был создан первый товарный рынок. Из маленького сельскохозяйственного города Иу превратился в важный международный торговый центр, и он отражает, насколько быстро развивается Китай в последние десятилетия. Я решил отправиться в Иу из прекрасного города Шанхай. Расстояние между этими городами около 360 километров, и на скоростном поезде дорога занимает около 1,5 часа езды. Билет на поезд стоил 123 юаня, можно купить как в онлайне, так и на самом вокзале, но вокзалы в Китае, как всегда, переполнены людьми. Повсюду очереди. Наконец-то я сажусь в поезд, и наше приключение начинается. Прибыв в Иу, мой выбор пал на отель Камейлонг, расположенный вблизи оптового рынка. Пешочком буквально минут 5. Отель, в принципе, очень скромный, но это и была наша цель — найти самый бюджетный вариант. То есть вот такая вот стандартная одноместная большая кровать, санузел, туалет, ванная, все по классике, ничего такого нестандартного, необычного. Такой вот вид из окна. Ну, я считаю, что за свои деньги это прям твердая четверочка. Всего в нескольких шагах от нашего отеля простирается целый ряд логистических компаний, готовых отправить ваш груз в любую точку мира. Также здесь куча всяких спа-салонов, кафешек, ресторанов, китайская, уйгурская, арабская, турецкая кухня. Все на ваш вкус. Здесь также можно вкусно покушать. Средний чек, конечно, зависит от заведения. А по вечерам на улице можно встретить вот такие вот обменные пункты, где можно купить сим-карту, поменять доллары и даже криптовалюту, хотя в Китае она запрещена. Благодаря оптовому рынку город можно назвать современным и цивилизованным. Повсеместно идет застройка города небоскребами, и это неудивительно, ведь сюда съезжаются бизнесмены со всего мира. Для удобства иностранцев улицы города обозначены не только на китайском, но и на английском языке, так что заблудиться здесь будет очень сложно. Ежедневно на этом рынке заключаются сделки на сумму немногим превышающую $52 миллиона. Каждый день в близлежащий порт Нинбо отгружается до 2000 контейнеров с самыми различными товарами. Дальше они будут отправляться по всему миру. Вообще весь рынок Иу можно разделить на 5 районов, так называемых 5 корпусов. Все они соединены между собой надземными переходами, и в каждом из них для удобства посетителей представлены свои группы товаров. Можно сказать, что товары в разных районах не пересекаются. Чтобы вы понимали, насколько здесь большие объемы, я вам приведу пример. Если мы каждый магазин будем обходить по 5 минут, то нам потребуется 3 года времени, чтобы обойти весь рынок. Около 75 тысяч магазинов представляют фабрики Китая. Здесь можно найти абсолютно все и даже больше. По сути, это даже не рынок в прямом понимании этого слова, это место больше напоминает выставочный павильон. Здесь продавцы выставляют образцы своей продукции, и с ними же можно заключить сделку о покупке понравившегося товара. Далее уже заказ передается на фабрику, там его подготовят и предоставят покупателю в обговоренные сроки.
Что касательно режима работы, на рынке нет такого понятия, как выходные и перерыв на обед. Открыв павильон в 9 утра, продавец закрывает его в 17:30, и лишь один раз в год рынок закрывается на 2 недели во время празднования китайского Нового года. На рынке можно найти любой товар, но там не просто сориентироваться. Поиск только одного вида товара может занять более 1 дня у тех, кто на этом рынке впервые. Друзья, почему, если вы занимаетесь бизнесом, либо планируете им заниматься, вам обязательно стоит посетить данный рынок? Во-первых, в поиске новых идей. Здесь настолько большое многообразие товаров, что вы обязательно найдете что-то интересное, что может выстрелить, либо стать трендовым на вашем рынке. Во-вторых, это возможность вживую посмотреть и пощупать товар. Так как большинство покупает товар именно в онлайне, не проверяя его, не тестируя товар перед покупкой, естественно, вы идете на большие риски. Конечно же, лучше, когда у вас есть возможность протестировать товар перед покупкой. В-третьих, это то, что у вас есть возможность пообщаться с представителями завода напрямую и обговорить все детали, которые вам интересны. Например, вы хотите изменить либо модифицировать тот товар, который вы уже закупаете, либо планируете закупить. Вы можете изменить его упаковку, бренд и так далее. Итак, район 1. Его можно назвать самым старым районом из всего рынка Yiwu. Но и по сегодняшний день он не утратил популярности. Он один из самых посещаемых, поскольку именно здесь выставлены наиболее популярные товары. Зайдя в так называемый район, вы попадаете на 1 этаж. Здесь расположен рынок игрушек, он по праву считается самым большим в Китае, и конкуренцию ему может только составить знаменитый город игрушек, расположенный в городе Шаньтоу. Здесь можно найти абсолютно любые игрушки, мягкие, сделанные из пластмассы, наборы для творчества и работающие на радиоуправлении. Только на одном этаже расположено более 3000 магазинов от производителей. Также здесь и рынок искусственных цветов и все, что связано с оформлением букетов, как натуральных, так и искусственных. На 2 этаже бижутерии и украшения для волос. Отделы бижутерии вообще это настоящий рай для современных модниц. Согласно статистике, около 70% украшений во всем мире поставляется именно из рынка Yiwu. Это впечатляющие цифры. Здесь можно найти самые разные украшения, начиная от самых дешевых сплавов до позолоты и серебра. На 3 этаже сувениры и фоторамки, материалы, необходимые для производства украшений. Самые крупные поставщики России делают свои закупки именно здесь. Что касается цен на самом рынке, конечно же, цены отличаются от тех же маркетплейсов, как Taobao, Alibaba, либо 1688. Цены здесь гораздо дешевле. 2 район. Очень большой выбор сумок, кошельков, рюкзаков. Можно заказать товар, который предлагают фабрики, а можно заказать продукцию под своим брендом. На 2 этаже уже электроника, инструменты для дома, гироскутеры, мотоциклы, велосипеды. 3 этаж забит товарами для кухни, начиная от посуды и заканчивая бытовой техникой. Также здесь большой выбор электроники и часов. 4 этаж – сантехника, мебель для сада, товары для туризма, часы, сварочное и компрессорное оборудование. По поводу качества продукции, я бы сказал, что качество здесь от низкого к среднему. Но если вы хотите более качественную продукцию, за ваши деньги любой каприз. 3 район. На 1 этаже можно закупить канцтовары, очки и различные товары, предназначенные для упаковки подарков. Далее представлены производители канцтоваров, спорттоваров, сувениры и награды. На 3 этаже всевозможная косметика и аксессуары, и, конечно же, есть возможность заказать товар под своим брендом. На 4 этаже можно найти различные спорттовары в большом количестве, косметику, товары для рыбалки и парикмахерских залов. Многие продавцы отказываются продавать товар в розницу, объясняют это тем, что у них на прилавке только лежит один образец данного товара, и они не могут его продавать. Естественно, есть и те магазины, кто продает в розницу, но разница между их оптовой ценой и розничной, конечно, она большая. 4 район, его можно назвать самым большим по площади, поскольку товары здесь повседневного спроса. 1 этаж. Здесь в большом ассортименте то, что мы видим ежедневно в супермаркетах. Женские колготки и носки. 2 этаж посвящен шапкам, кепкам, перчаткам и товарам для дома.
На третьем этаже представлено много обуви. Также здесь в продаже галстуки и полотенца. На четвертом этаже представлено большое разнообразие нижнего белья. Женского, мужского, детского. Можно создать свой бренд и под ним сделать заказ на фабрику. Пятый район. Он строился позднее остальных, поэтому является самым новым. На первом этаже можно увидеть выставку импортируемых товаров в Китае из других стран. На втором этаже разнообразие постельного белья, подушек, одеял и покрывал. Выбирать товар нужно тщательно, часто в ассортименте товары из синтетики. Также здесь продукция для творчества и все, что нужно для вышивки. Четвертый этаж занят товарами для автомобилей, различные запчасти и аксессуары. Пятый этаж здания заняли склады, но вход туда не воспрещен. Как видим, рынок действительно огромен. Вы можете заказать здесь любые товары. Многие начинают свой бизнес именно отсюда. Неважно, ищете ли вы поставщика на рынке самостоятельно или в компании с переводчиком, но я рекомендую сравнить как можно больше производителей, чтобы найти тех, кто предлагает лучшую цену и качество. Как правило, поставщики одной и той же категории товаров расположены в одной части сектора. Нужно просто методично обойти магазины и охватить как можно больше из них. Не все поставщики на рынке говорят по-английски, но они знают базовые английские слова, к примеру, сколько, цена, дешево, хорошо, плохо и так далее. Некоторые поставщики на рынке специализируются на продаже товаров одной категории, тогда как у других огромный ассортимент товаров из абсолютно разных групп. Лучше обращаться к первым, так как в этом случае можно быть уверенным в качестве продукции и в том, что поставщик специализируется на производстве своего товара, а не пытается охватить все виды продукции. Поставщики, продающие товары из разных категорий, являются представителями нескольких фабрик или заводов. Цены у таких поставщиков, соответственно, также будут выше. При обсуждении цен важно понимать, что количество товаров партии не сильно влияет на общую стоимость. Но здесь распространено заблуждение, что если приобретать товар партиями по 10 тысяч штук, то поставщики дадут вам скидку в 10-20%. Однако на практике стоимость в таких случаях будет оставаться такой же. Вообще при закупке товара я бы советовал вам максимально детально обсудить все нюансы с вашим поставщиком, включая условия оплаты, будет ли это предоплата в 30%, либо предоплата в 100%, но со скидкой. Вам обязательно нужно обсудить сроки изготовления вашего товара. Если это большая партия, то, конечно же, сроки очень важны, либо если это сезонная вещь. Также важно обсудить условия поставки вашей продукции. Будет ли этим заниматься ваш поставщик, либо этим будет заниматься логистическая компания. Как будет страховаться ваш груз, на каких условиях он будет доставляться. Все эти нюансы очень важны при вашем закупе. Здесь сильно чувствуется ритм бизнеса, пульсирующий на каждом углу. Этот рынок не просто место для торговли, это символ глобализации, место встречи Востока и Запада, место, где бизнес сотрудничает с культурой и где все мы можем обнаружить нечто новое и захватывающее. Но, как и любой рынок, его требует знаний и опыта, чтобы извлечь из него максимальную пользу. Будьте готовы к тому, что вам придется провести много времени, рассматривая товары, сравнивая цены, ища лучшие предложения и вести переговоры.